Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я вам предлагаю продолжить рассмотрение настоящего уровня технологического наших древних предков. И для этого использовать тот источник, который никем особо не скрывается. Он существует уже как минимум 100 лет, хоть и считается написанный в 20 веке. Рассмотреть самые интересные подробности книги под названием «Виманика Шастра. Науки о перемещении в пространстве». Виманика Шастра — это тот случай, который как раз показывает, что нет смысла ничего искать, все и так известно. Просто современная наука на такие источники никогда не обратит своего внимания. Ну а мы можем легко рассмотреть их и увидеть действительно реальный уровень высоких технологий в древности. И я повторю, хоть и считается она написана в 20 веке, но это всего лишь переиздание, переосмысление тех источников, которые имели наши предки и всегда использовали. А мы сейчас увидим основные моменты этой книги. Потому что эта книга содержит множественные данные о летательных аппаратах различных типов, которые используются в различные эпохи, которые в древности пользовались наши предки, да и мы можем построить, если возникнет такое желание, а не просто будет отрицание всего высокотехнологического наследия прошлого. Например, в этой Виманике Шастре описано, что каждому из 4 периодов развития Вселенной соответствуют определенные типы Вайтман. Всего их 3: Мантрика, Тантрика и Критака. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании. Здесь мы самую суть рассмотрим. Так вот, мудрецы составили 6 трактатов по сооружению и управлению Вайтманами. В них описаны 3 класса Вайтман. Мантрика, созданные и управляемые с помощью силы мантр. Тантрика, созданные и управляемые с помощью силы тантры. И Критака, механические летательные аппараты, созданные и управляемые с помощью технических приспособлений. Так, в Виманике Шастре сказано, что Вайтман типа мантрика, летающих посредством силы мантр, насчитывается 25 разновидностей. Вайтман или Виман типа тантрика, летающих посредством силы тантры, 56 видов. И Вайтман типа Критака, механических летательных аппаратов, 25 видов. То есть это не просто книга о каком-то одном летательном аппарате, это книга, которая охватывает вообще всю, скажем так, историю человечества прошлого и показывает, какие различные виды возможны и были доступны. Ну, сейчас нам больше доступны механические летательные аппараты, потому что мы живем в низких вибрациях. Также интересно, что в этом же трактате описываются различные типы двигателей на аэродинамической, реактивной, электромагнитной тяге, а также двигатели, работающие на парах воды, масла, на ртутной и гравитационной тяге. То есть это очень интересное издание, очень интересный источник, который сохранился в Индии, а полуостров Индостан является частью древнего наследия наших предков, там, где сохранились множественные данные, поэтому нужно их изучать. Вот первый тип Шакуна Виманы, которая летает на воздушной пропеллерной тяге. То есть это определенные летательные аппараты, которые используют пропеллер и потоки ветра для, в том числе, регулируемой тяги, чтобы лучше управляться в полете. Здесь вот на картинках представлены основные типы, изложенные в книгах этих Шакуна Виман. То, что вы видите на картинках, оно как раз и показывает, как созданы эти виманы внутри и снаружи. Шакуна Вимана, согласно преданиям, она летала со скоростями, превышающими современные самолеты в несколько раз. Этот аппарат мог передвигаться не только по воздуху, но и под водой. Следующий тип виман, который доступный в наше время, это Сундара Вимана. Вот она слева тоже на фотографии. Более подробные фотографии вот у вас сейчас на экране. Сундара Вимана, они на реактивной тяге. Тоже интересные сведения. Напоминаю, эта книга вышла в начале 20 века, когда ни о какой реактивной тяге особо-то никто и не слышал.
Все только оторвались от поверхности Земли на пропеллерах, а тут бац, реактивная тяга и огромные корабли, которые летали в прошлом, их возможно создать и в будущем, если к этому относиться серьезно и знать, как это делается. Так вот, также там представлены Виманы на антигравитационной тяге. Кстати, на эту Виману обратите более всего внимание, потому что я в следующем видео хочу вам показать, где они используются на нашей Земле сегодня массово. А для того, чтобы понять, что это действительно так, обратите внимание на строение. Вверху какие-то пропеллеры есть. Потом опять пошла 2 основных столба. Опять же, палуба, где технические устройства находятся. Это нам очень понадобится в следующем видео, потому что мы увидим, что эти виманы до сих пор применяются на нашей Земле, причем массово. Ну и следующий тип Виман, он не менее интересный. Трипура Виманы, они на звездной тяге, создаваемой силой лучей Солнца, солнечным ветром. Трипура Вимана имеет 3 палубы, которые могут разъединяться. При этом одна может летать, вторая плавать по воде и под водой, а третья передвигаться по суше. Такой себе трансформер трехсоставной. Каждая палуба может двигаться независимо от других. Соединенные вместе, они могут не только летать по воздуху, но и переносить экипаж с пассажирами из одного мира Локи в другой. Для тех, кто не понимает, что значит из одного мира в другой, сейчас поясним. Дело в том, что современная наука утверждает, что мы живем в тотальной пустоте. Ну, если верить этим подсчетам, то материя занимает одну 100-миллиардную часть пространства. Обо всем остальном наука вообще не знает, что там, как там. То есть для них это тотальная пустота. Для современной, так называемой, развитой науки. Но если мы посмотрим в недавнее прошлое, на наши славянские источники, то славянские источники говорят очень просто. Природа не терпит пустоты. Все вокруг нас заполнено. Перед вами как раз таблица, которая показывает только гармоничные измерения. Мы живем с вами в мире людей. У нас 4-мерный мир. Но есть гармоничный следующий мир, 16-мерный, следующий 256-мерный, следующий 65 536 мерностей, а потом это уже эти 65 536 мерностей пошли в степени 2, в степени 4, 8, 16 и так далее. То есть это гигантское количество измерений, и здесь показан только гармоничный. То есть есть измерения, где есть и 5 мерностей, и 6, и 7, и 8, и 10. Плюс есть параллельные миры. То есть пространства для всего этого вполне достаточно. Наука об этом даже не слышала. И не собирается слышать. То есть знание так называемой современной высокоразвитой цивилизации находится ниже плинтуса. Даже люди, которые жили еще 100 лет назад, обладали возможностями знаний и развития больше, чем мы сегодня. То есть мы наблюдаем тотальную деградацию, в первую очередь и науки, и знания об окружающем нас мире. Но вернемся к Виманике Шастри. Вот глава 1, часть 1. В ней дается определение Вайтманы. Это то, что может летать из одной страны в другую, из одного мира в другой. Я теперь надеюсь, вы поняли, что значит из одного мира в другой. То есть и различные измерения, и вполне вероятно, что параллельные миры. Я уже молчу про межзвездные перемещения. Так вот, во второй части Виманики Шастры рассказывается о 32 секретах, которые должен знать пилот, иначе ему нельзя доверять управление Вайтманой. Рекомендую или нажать на стоп, или перейти в ссылки под описанием видео, там будут ссылки на эту Виманику Шастру. Почему? Потому что здесь читать очень много. Я не зря поставил эти все 32 секрета, потому что здесь и объясняется, кого нужно читать, чтобы лучше построить эти вайтманы, как нужно маскироваться, противодействовать пилотам, вражеских вайтман. То есть можете нажать на стоп или перейти по ссылкам в описании, но я здесь выделил 2 секрета, с которыми столкнулся лично.
и могу их подтвердить. Вот почему я их сюда вставил. Дело в том, что лет 10 тому назад мы втроем отправились на рыбалку в очень глухую местность, далеко от города, чтобы рыбалка была удачная. Рыбалка была дважды удачная в тот день. Мало того, что мы в очень глухом месте наловили огромное количество рыбы, очень легко и просто, но по дороге на рыбалку, это как минимум было 60 километров от города, плюс еще там в сторону от всех трасс, двигаясь к этому озеру, я увидел километрах в 5-10 объект. Ну, по-русски говоря, Вайтману, Виману. И как только я ее увидел, своим двоим попутчикам я сразу сказал: так, впереди у нас 5 или 10 километров объект в небесах, похожий на НЛО. Так вот, после того, как я это сказал, объект сразу исчез. А теперь давайте прочитаем секреты. 25-й. Наука электроники объясняет, как пилот должен настроить электронную аппаратуру Вайтманы, чтобы слышать все разговоры и звуки во вражеских Вайтманах. Ну, мы ехали на машине, но я думаю, он это услышал прекрасно. И секрет 29-й. Пилот должен уметь смешать раствор слюды со специальными отварами, нанести полученное вещество на внешнее покрытие Вайтманы, состоящее из пластинок слюды, и, подвергнув это покрытие действию солнечных лучей, добиться того, чтобы Вайтмана слилась с цветом неба и стала неразличимой. То есть вот эти два секрета я лично подтверждаю, что так и произошло. После того, как я сказал, Вайтмана моментально слилась с цветом неба и стала неразличимой. То есть все было услышано и моментально произошла маскировка. Так что вот такие чудеса происходят в нашей жизни. Хотя я вам и дальше буду показывать, что это не чудеса. И параллельно с нами существует до сих пор высокоразвитая цивилизация, которую я покажу в следующем видео. И она до сих пор пользуется этими антигравитационными устройствами. Плюс в этой же Виманике Шастре в первой же главе поясняется, что в первом атмосферном слое существует более 70 миллионов маршрутов движения этих Вайтман и Виман. Во втором 200 миллионов, в третьем 20 миллионов, и в четвертом миллион, и в пятом 3 миллиона воздушных путей для Вайтман. И что значит воздушных путей для Вайтман? Дело в том, что в природе есть стоячие волны. То есть от этого и есть эти воздушные пути различных аспектов, которые позволяют стоячая волна, то есть места силы соединены на Земле этими стоячими волнами, то есть это природные стоячие волны. И используя их и зная их, вы можете перемещаться. Но та же глава 1, часть 4 повествует о многочисленных воздушных и энергетических вихрях в атмосфере нашей Земли. 5 из которых пересекают пути Вайтман, поэтому воздухоплаватели обязаны знать эти 5 источников опасности и вовремя уводить от них Вайтману. Ну, что такое стоячие волны техногенного характера, я вам показал, рассматривая, что такое сфинкс и как работает пирамида вместе с сфинксом. То есть сфинкс это техногенная стоячая волна, но если это сооружение техногенное, то стоячие волны в природе все равно существуют. И именно эти пути и описываются как пути для Виман, Вайтман в разных атмосферных слоях, смотря на какое расстояние вы двигаетесь. Ссылки на все материалы, как всегда, в описании. Кто не видел видео про сфинкс и пирамиды, его тайны, то можете перейти посмотреть. Также хотел напомнить, что для тех, кто не смотрел и предыдущие видео про пирамиды того же Египта, что у славян до сих пор сохранилось все эти данные, как строились эти пирамиды, как производится перемещение в пространстве и времени. И вы даже сами каждый раз, приходя на школьную линейку, слышите эту песенку про дважды 2 4 и 5u5. А это всего лишь различные виды умножения, которые сохранились в народа. У народа они сохранились в виде фольклора, а славяне до сих пор их учат и используют для того, потому что умножение на, это умножение, где используется точечка, это всего лишь двухмерное, плоскостное умножение. Умножение жды, это умножение объемное, пространственное, оно как раз использовалось для построения всех этих зиккуратов, пирамид, сфинксов и так далее. А умножение u, а вот умножение u уже нужно для перемещения в пространстве и времени.
как раз пилотом Вайтман и Виман. А вы всего лишь помните это как песенку. Дважды 2 4 и 5 Ю5. Ну, 5 Ю5 и дважды 2 4, там совершенно другие данные. Ну, об этом все ссылки на материалы в описании. Можете перейти более подробно познакомиться. Плюс, теперь вам понятно должно быть, зачем отменили славянскую систему мер в 20 веке. Ну, все очень просто, потому что по Пядевой системе, во-первых, построены все мегалиты на Земле и техногенные сооружения прошлого. Плюс там есть и как сверхмалые величины типа одного волоска, а они есть еще более малые. Здесь просто базовая система вам показана так. И неприятные сверхвеликие, например, как одна дальняя даль. А что такое одна дальняя даль? Ну, это по-современному так больше 5 триллионов километров. Зачем вам, если вы пасете коров, измерительные расстояния более 5 триллионов километров? Зачем? Можете сказать? Они нужны только если вы путешествуете в космосе. А отменить, если вы их отмените, то тогда не будете задавать вопросы. А зачем такие расстояния? А почему Пядевая система вроде бы считается древняя и неправильная, а по ней построены все мегалитические сооружения мира? Ну, нет ее, все. Вот вам берите искусственную там из Парижа. И отменили-то ее всего-то 100 лет назад. Ну, науку времени отменили лет 300 назад, да. Петр I, так называемый, постарался. А почему ее отменили? Ну, потому что славянский календарь, он не просто точнейший календарь, а имеющий астрономическую точность. Но он же, опять же, содержит такие неприятные данные, как 1 сиг, например. А это примерно 1/300-миллионная доля секунды. 1/300-миллионная доля секунды. О чем это говорит? Это говорит о том, что были доступны перемещения в виде телепортаций. И поэтому знать это вообще нельзя. Плюс этот календарь связывает нас на многие десятки тысяч лет в прошлое, показывает, что здесь происходило, связывают всю культуру славянскую и показывают, как она развивалась, какие были катастрофы. Поэтому нельзя этот календарь знать. И вы сегодня пользуетесь любыми календарями, только не славянскими. Ведь он точный, он соответствует циклам Вселенной, по нему все построено и работает в окружающем нас мире. А мы используем, ну, по крайней мере, большинство сегодняшнего населения, все чуждое. Поэтому нечему удивляться проблемам, а нужно изучать. Переходите в материалах по ссылке в описании. Там множество информации по этому поводу, как и на моем канале. У меня целый раздел есть с древними календарями, которые подтверждают многотысячелетнюю прошлое славянской цивилизации по всему миру. Ну, вернемся к Виманике Шастри, потому что там перечислены, например, основные части Виман, назначение которых очевидно и не секретно. Там панорамные экраны, пульты управления, механизмы раскрытия и складывания частей Вайтманы, зеркала, излучатели, которые делают ее невидимой или воспринимаются иллюзорно. Средства внутренней и внешней бортовой связи, устройства притяжения, накопления и использования силы Солнца и природы. Это тоже места силы, это вся та же энергия электромагнитная. Оружие, устройство защиты от вооруженного нападения вражеских Виман, средства защиты от неблагоприятных атмосферных космических сил. Ну, что мне здесь более интересно? Я хотел бы обратить ваше внимание на иллюзорную аппаратуру. То есть некоторые моменты, там явления различных святых, богов, какие-то природные явления могут быть всего лишь шутками пилота Вайтман. И поэтому, если вы столкнулись с необычным погодным явлением или природным, то имейте в виду, скорее всего, природа здесь просто ни при чем. Так что для тех, которые встречал подобные данные или имеют данные в развитии этой темы, пишите, скидывайте материалы и ссылки в описании. Ну а мы продолжим. И хотел бы обратить внимание на главу 1, часть 7, которую ни в коем случае нельзя показывать апологетам так называемого здорового питания в современном мире. Почему нельзя показывать? Потому что в этой главе рассказывается, что основой питания пилотов Вайтман на протяжении всего года было молоко и молочные продукты. Так называемые апологеты здорового питания, их в современном мире просто ненавидят, говорят, что мы все умрем. Ну а дикие, в кавычках, древние
составляли основу рациона молочных продуктов пилотов прошлого, которые могли путешествовать в пространстве и времени. Но и не предполагали, что от молока они все умрут. Но мы продолжим. Также глава 1, часть 13-14 рассказывает о металлах, которые рекомендуемы для изготовления вайтман и способах очистки металлов. Для иллюстрации я вам представляю знаменитый цельный железный столб из той же полуострова Индостан. Дело в том, что стоит он там многие сотни, а может и тысячи лет. Но суть в том, что подобные изделия, так называемая наша высокоразвитая цивилизация в больших кавычках, научилась делать лет 100 назад. Может 150, но точно не больше. То есть изделия такого масштаба, цельные, наша цивилизация научилась делать 100-150 лет назад, не более. А этот стоп, он является укором всем тем, кто считает, что мы сегодня хоть какое-то имеем развитие. Мы находимся в полной деградации. По сравнению с прошлыми цивилизациями, мы не просто дети. Это детский сад, который не знает своего прошлого, поэтому не имеет будущего. Поэтому мы вспоминаем все, что мы имели, для того, чтобы взять самое лучшее и двигаться вперед. Без этих всех иллюзий, которые направлены только на наше самоуничтожение. Кроме того, глава 2 этой Виманики Шастры полностью посвящена способам добычи, обогащения, переработки, очистки и выплавки металлов, включая рецепты их смешивания в определенных соотношениях и отливки. Плюс там показаны такие скрупулезные знания и точность, которые недоступны нам и сегодня. Указаны земные пласты, их разрезы, уровни и подуровни, в которых можно найти необходимые металлы. Очевидно, что наши предки в совершенстве знали и это искусство. То есть владели кузнечным и инженерным делом. Но современным металлургам это не интересно. Они и так у нас великие, только в своих мечтах. Глава 3. В ней объясняется назначение всех линз и зеркал, используемых на вайтманах. Даются способы их изготовления и установки. Объясняется правила и пользование ими. С их помощью можно создать иллюзию того, что вимана – это птица, зверь или рыба, либо часть природы. Можно устрашить врага вплоть до потери им сознания, лишить его чувств, ввести с ума и сделать его абсолютно недееспособным. Для иллюстрации я взял проекционное зеркало из Китая. Дело в том, что назначение его неизвестно, непонятно. Если на него направить луч, вот оно появляется проекция в той внешней части, которая с задней части этого зеркала. То есть таких зеркал по всему миру множество. Вполне вероятно, что это части каких-то вайтман или вообще проекционного телевидения прошлого. Это нужно изучать. Глава 4 вообще полностью посвящена источникам энергии, дающим возможность вайтмане взлетать, перемещаться, совершать маневры, изменять форму, отражать нападение врага, уничтожать вражеские виманы и приземляться. Объясняет способы получения, распределения, изменения, использования энергии. Подробно разъясняет, как с их помощью полученной энергии воздействовать на силы природы, накапливать и использовать их в необходимых целях. А если мы это все уже знаем, то нас тогда не должно удивлять, что наши предки знали о полном строении нашей Солнечной системы в 27 земель. Все ссылки на материалы в описании, где я тоже, изучая артефакты древних цивилизаций, показал, что это так. Основываясь как раз на тех древних календарях, которые наука понять не может, но я легко расшифровал их, используя славянское наследство. И мы теперь понимаем, что перемещаться за пределы Солнечной системы наши предки могли легко и просто. Об этом и написано в той же сказке «Финис Ясный Сокол». Опять же, я ее напоминаю в который раз. Почему? Потому что теперь вы уже понимаете, что когда там идет речь о путешествии за 3-9 дальних далей, это 27 дальних далей, что соответствует примерно 15 световым годам. Также у меня есть видео, где я показал множественные изображения НЛО по всему миру. Переходите, ссылки в описании, вы все там найдете. Поэтому все наши древние сказки, легенды о летающих кораблях, о перемещении в межзвездном пространстве, о перемещении в воздушном пространстве вообще посредством тех же стоячих волн, то есть летающих кораблей. Все эти сказки тоже есть в ссылках в описании. Если у вас есть тоже подобные ссылки на сказки космического масштаба, либо хотя бы перемещение в воздушном пространстве Земли, сбрасывайте все эти ссылки в описании. Это будет только плюс.
больше объема информации, который подтверждает высокие технологии прошлых цивилизаций. Также хотел бы вам напомнить, что подобные высокие технологии в той же Индии сохранились. И ссылки на материалы в описании. Можете перейти посмотреть, как выглядела легендарная Даария, северная прародина человечества, как наши предки там путешествовали в тех же стоячих волнах, как выглядела пирамида Меру или Зиккурат, куда приставали корабли, летающие наших предков на нашей земле, и что те же самые храмы, они использовались тоже для обработки, передачи как раз энергоинформационных потоков и обеспечили высокую техногенность цивилизаций прошлого, которые, используя естественные силы Земли, перемещались фактически бестопливно. Поэтому, обращая внимание на все современные храмы той же Индии, имейте в виду, вполне вероятно, что перед нами прообразы летательных аппаратов древних, просто в виде храмов. Выводы простые. Виманика Шастра — инструкция по производству летательных аппаратов, их эксплуатации и перемещению в пространстве, которая существовала всегда, просто была перевыпущена в 20 веке для того, чтобы нам напомнить реальный уровень цивилизаций прошлого. Все ссылки на источники в описании. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды — это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.